Друзья, привет! Зима вот-вот закончится, и я решила вдогонку рассказать такую зимнюю историю про горные лыжи. Хотя на самом деле, конечно, ни про какие она не про горные лыжи, а про отчасти экстрим, а во многом про наши человеческие возможности и ограничения. Со мной никогда ничего в жизни не случалось. Я никогда себе ничего не ломала, сильно не травмировалась. У меня не было каких-то серьезных ушибов. И я как-то подсознательно считала себя неуязвимой. Ну, во-первых, люди, в принципе, я думаю, себя считают бессмертными, им сложно поверить в свою смертность. Ну и плюс ко всему, когда с тобой ничего никогда не случалось, конечно, ты умом понимаешь, да, что это возможно, но подсознательно, нутром, ты этого не прочувствовал, и поэтому тебе кажется, что ты неуязвим. И я так, в общем-то, подсознательно и думала. Мало ли с кем там что случается, кто там ломается, калечится. Я не знаю почему. Может быть, они что-то делают не так. Может быть, им просто не везет. Я не знаю. У них так, а у меня так. Я неуязвима. Что касается горных лыж, то у меня, соответственно, есть некая история катания на горных лыжах. Уровень у меня такой средний. Я, в принципе, могу съехать с любой трассы, но если трасса сложная, то я делаю это немножко криво. И особенно раньше я была более смелой, отважной, чем сейчас. И помню следующие эпизоды, очень частые. Например, вечер, темно, вечернее катание. Но я еду не по освещенным трассам, официальным, так сказать, а забираюсь на какую-нибудь трассу в стороне, либо вообще куда-нибудь вне трассы. И вот, например, какая-то такая а-ля могульная трасса, бугры огромные, и я одна, никого нет, и вот я пытаюсь ее преодолеть. Это почти на пределе моих возможностей, мне сложно, и в какой-то момент я, например, останавливаюсь и думаю, если я сейчас не справлюсь или упаду, что-нибудь себе сломаю, то до утра меня здесь никто не найдет, потому что здесь никто не ездит. Дальше были случаи тоже вне трассы. Я на пределе для себя скорости объезжала какие-то елки. Я помню, я неслась на для себя максимальной скорости и объезжала палки такие, которые обозначают трассу, которые вообще должны стоять, но которые почему-то лежали. И тоже я ехала и понимала, что если я сейчас на нее наеду на такой скорости, то будут какие-то последствия. Дальше, вот даже в истории, которую я рассказывала про горные лыжи кубарем вниз, там тоже, в принципе, были такие ситуации на грани. Но, тем не менее, всегда я могла сказать, что меня пронесло. Все равно никогда ничего не было. И поэтому я бесстрашно продолжала в том же духе. В прошлом году я поехала в горнолыжный лагерь. И был первый день катания. Я была в группе предпоследней по уровню, то есть в группе достаточно продвинутой. И мы вот в первой половине дня раскатывались, вспоминали навыки. И до обеда инструктор нас решил зарядить адреналином и повез нас в фрирайд-парк. Там было то, что я называю трамплины, я не знаю, как это называется официально, 3 холма, и нужно вот так вот, в общем-то, их преодолеть. Это все делается на большой скорости, и там есть свои прихваты, потому что, например, нужно не сильно замедляться, потому что нужно, чтобы было достаточно инерции, чтобы потом въехать в гору. Теоретически может быть такое, что скорость слишком медленная, и ты просто застреваешь на подъеме. Нужен такой баланс скорости. Плюс в принципе, нужно быть сгруппированным, потому что тебя сила тянет назад. Но еще и на каждом этом холме тебя выбрасывает в воздух неизбежно. И здесь особенно нужно быть внимательным, сгруппированным и особенно хорошо сгруппироваться, чтобы не упасть назад. Все это я теоретически знала. У меня был уже опыт тогда трамплинов, как раз в мою первую неделю, о которой я рассказывала в другой истории. Тогда ситуация была следующая. Нас инструктор привез в фрирайд-парк, но, правда, холмы там были поменьше, потому что мы были новичками. И я очень удачно преодолела первый холм, второй.
А когда передо мной предстал третий, оказалось, что там на середине вот трассы, по которой я ехала, стоит огромный рекламный щит. И его нужно было объезжать либо справа, либо слева. И я побоялась в него врезаться и дала сильно в сторону, вылетела за пределы этого фрирайд-парка. Там стояла толпа людей, которые ждали, которые были в очереди на подъемник. И я врезалась в какого-то мужчину, точнее даже не врезалась, а просто упала на него с неба. Мне ничего не было, а он потом лежал и держался за сердце. Там вообще целая история была. Но, правда, потом все хорошо кончилось, он встал и пошел дальше. То есть я этот эпизод запомнила, но эмоционально он во мне не очень хорошо, видимо, отложился, потому что не было последствий. И вот в прошлом году мы приезжаем, соответственно, с моей более-менее продвинутой группой на трамплины. Можно было съехать осторожненько сбоку, то есть не прыгать, но также неинтересно. И, собственно, мы выстроились в такую импровизированную очередь и стали по очереди съезжать. До меня было где-то человека 3. Вот первый человек съехал идеально, просто шикарно преодолел эти холмы, супер. Второй человек проезжает первый холм, падает, отъезжает в сторону. Третий человек. Первый холм падает, отъезжает в сторону. То есть о чем это говорило? О том, что трасса достаточно сложная. С другой стороны, кого в горных лыжах удивишь падениями? Упали. Допустим, я тоже упаду. Ну и ладно, ничего страшного. Моя очередь. Я была, в принципе, сгруппирована, но вот сейчас задним умом так думаю, все-таки, я думаю, недостаточно. Может быть, потому что забыла вот весь свой предыдущий опыт, потому что, может быть, не знала, чего ожидать. Но, в принципе, была так в состоянии боевой готовности. Я все сделала правильно, как мне и говорили. Нам говорили, что не нужно уж слишком разгоняться, нужно вначале сделать там пару дуг, чтобы чуть-чуть замедлиться. Я все это сделала. Но, тем не менее, когда я все-таки вышла на прямую, чтобы набрать скорость, я почувствовала, что скорость для меня совершенно запредельная. То есть я эту скорость вообще не контролирую. И получилось так, что весь мой ресурс, вся моя сила стала сразу же уходить на то, чтобы просто удержаться на лыжах. И я помню это ощущение. Мне очень хотелось бы его донести, описать, но я не знаю, получится ли. Я лечу на этих лыжах, лечу на бешеной скорости уже, пытаюсь просто удержаться на ногах и понимаю, что я ускоряюсь все больше и больше, и я никак не могу на это повлиять. Меня несет эта сила, мне страшно. И я не могу ничего сделать, и я просто пытаюсь удержаться. Это было жутко. Я начинаю подъем, по инерции, в гору. С одной стороны, я при этом должна замедляться, но с другой стороны, так как меняется полностью, так сказать, траектория, то тело, оно должно перестроиться, а я в таком шоке уже, что мне было это очень все сложно сделать. То есть это вообще был какой-то дополнительный стресс и шок. Хорошо, я поднялась все-таки на силе инерции, я не упала на подъеме. И тут, я не знаю из-за чего, меня выбросило не чуть-чуть наверх, а очень сильно. Видимо, потому что я очень сильно разогналась. Меня выбросило. И настолько я уже к этому моменту, хотя прошло буквально секунд 7, настолько я была в шоке, и настолько я уже полностью не контролировала эту стихию, которая меня несла, что я, конечно же, не успела, не смогла сгруппироваться, и меня очень сильно вывернуло назад, и на этом, конечно, мой контроль закончился полностью. Меня закрутило в воздухе, я была где-то на высоте, 2 метра, меня очень высоко выбросило. И начала падать, естественно. Я упала, и тут я начала кубарем скатываться вниз. Причем этих кувырков, я не знаю, сколько их было, это было бесконечно. Я так вот летела в этой маске, у меня все рябит перед глазами, у меня состояние шока, мне страшно. Долго-долго я так спускалась, в итоге остановилась. У меня шок просто физический, у меня дрожь внутренняя, у меня просто внутренняя дрожь. Я лежу, думаю, ладно, вроде бы жива, вроде нормально все, кроме этой дрожи, чуть-чуть болит рука. Глаза открываю, лежу на руке. Лыжи, палки неизвестно где. То есть, конечно, я лежу без всего этого, это все у меня уже давно куда-то улетело.
состояние шока, я какие-то там жалобные звуки издавала, потому что организм просто был в шоке. Достаточно долго я так лежала, ко мне инструктор и мои одногруппники направились все. Встаю, ладно, могу идти, вроде все нормально, болит рука, но дрожь, но все нормально. Нашли мне мои лыжи, палки, снег прикладывали к руке, всякие там были манипуляции, но в итоге оказалось, что я все-таки не могу держать палку рукой, и я спустилась в город, мне сделали рентген, перелом лучевой кости, то есть перелом кости в районе запястья. На следующий же день сделали операцию, наложили пластину, и, в общем-то, на этом моя горнолыжная поездка закончилась. Я родителям не стала об этом говорить, это все было во Франции. Потом я вернулась в Москву недели через 2 или 3 и им сказала. Они со мной после этого недели не разговаривали, и я могу их понять. Я, когда потом обо всем думала, я прекрасно осознавала, что я очень легко отделалась. Всего лишь лучевая кость, всего лишь рука. Легко могли быть 2 ноги или позвоночник. И это точно. С одной стороны, понятно, что люди понимают, что это достаточно экстремальный вид спорта, постоянно кто-то себе что-то ломает. Это понятно, да, что кто-то может сказать, что да ладно, ничего страшного, перелома, это дело, так сказать, обычное. Но вот именно в том моем падении, а, кстати, мои тогда одногруппники, потом уже, когда все устаканилось, мы смеялись, они говорили, как жалко, что мы это не снимали, потому что такого эпичного заворота и такого эпичного падения, конечно, никто из нас никогда не видел и, наверное, уже не увидит. То есть в той именно ситуации, конечно же, мне очень-очень повезло. Это, конечно же, могло закончиться гораздо-гораздо хуже. И сейчас все эти чувства немножко притупляются уже у меня, тогда я в течение там месяца, 2-3 очень отчетливо это ощущение помнила. И главное, что я помнила, это то, что вот это ощущение, что я мешочек косточек и хрящиков несусь на какой-то бешеной скорости, абсолютно неконтролируемой. И потом меня просто шмякает, ударяет о жесткую, твердую гору, об этот камень. Меня крутит просто как угодно. И я совершенно ничего не могу сделать. И я, эти косточки и хрящики, по сравнению с этой горой, я просто, не знаю, я просто какая-то пыль. И со мной может случиться все что угодно. И, конечно, в такой ситуации не повезло, неправильно как-то упал, развернулся, и, конечно, это паралич на всю жизнь, это 100%. И я полностью, конечно, осознавала вообще свое счастье, то, как мне повезло. И что я могу сказать? Буду я после этого эпизода кататься еще на горных лыжах? Конечно. Буду я лихачить, как раньше, там, вне трассы, эти елки, палки и так далее? Наверное, буду, хотя не так, как раньше, может быть. Поеду ли я в фрирайд-парк? И буду ли я съезжать по этим трамплинам? Наверное, нет. Не потому, что у меня какой-то там психологический барьер образовался, даже нет. В принципе, все забылось. А просто потому, что теперь я как-то лучше осознаю, понимаю свои возможности, свои физические возможности, свой предел. И я понимаю, что для меня это может быть, запредельно по тем или иным причинам. Мне сложно, я не могу, я боюсь потерять контроль. А теперь я знаю, чувствую нутром, знаю это просто как факт, знаю это эмоционально, что я уязвима. Я была неуязвимой до этого, а сейчас я понимаю, что я, конечно же, смертна и уязвима. И я повторения таких ситуаций не хочу. Так что меня это, конечно, многому научило и, так сказать, спустило с небес на землю. Друзья, чего можно в этой ситуации пожелать нам всем? Не ломаться, не калечиться, быть здоровыми, быть целыми. Конечно, смелость, отвага, это все здорово, но, наверное, чувствовать некую грань между смелостью и каким-то уже безрассудством. И понимать, я не знаю, помнить, будучи смелым, отважным, помнить, что может случиться все что угодно, и последствия совершенно непредсказуемые и могут быть очень тяжелыми. Друзья, на сегодня все. Подписывайтесь и до встречи на следующей неделе с новой историей. Пока!